Раньше было можно, а теперь нельзя. В марте 2022 года начались первые попытки давления на YouTube со стороны российского государства. А когда YouTube посягнул на главный фундамент российской пропаганды, шамана, его и вовсе замедлили. Теперь его угрожают полностью заблокировать к концу 2024 года. Сегодня мы, коллектив канала Перемен, расскажем, с чего началась холодная поступь банхаммера РКН, куда нас приведет и как сохранить контакт с настоящими коммунистами в случае полной изоляции Рунета, на которую потратили астрономические суммы наших с вами денег. Но перед тем, как начнется наше с вами небольшое путешествие, подпишитесь на канал Перемен в Телеграме. Туда мы выкладываем классово острые новости российского и международного масштаба, выходим на связь с аудиторией, публикуем анонсы роликов и дублируем сами ролики для удобства просмотра без VPN. QR-код на экране, ссылка в описании. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что YouTube могут закрыть в течение 3-5 месяцев. Товарищи, если вы все еще не подписаны, подписывайтесь. Если потеряли доступ, ищите способ его восстановить. Подсказки есть в нашем ТГ-канале. Это тоже для нас очень важно. Только от вас, дорогие зрители, зависит наше будущее. Спасибо вам за поддержку. Все началось в 2008 году, когда и был создан Роскомнадзор. Это произошло в результате разделения Федеральной службы по надзору в сфере связи и культуры на две независимые службы – Росохранкультуру и РКН. А основной задачей нового подразделения стал контроль за средствами массовой информации, оформление радиочастот и выдача разрешений на строительство линий связи. Уже через год своего существования РКН начал активно блокировать сайты, а поводом для его серьезной деятельности послужило обвинение уральского издания «Ура.ру» в экстремизме из-за комментария читателя на форуме. Этот инцидент впервые продемонстрировал стремление властей контролировать интернет, но это было лишь началом. В 2012 году произошло сразу два значимых события. Был принят Закон о защите детей от информации, причиняющих их вред и здоровью и развитию, известный также как Закон о черных списках или Закон о цензуре интернета, а также Александр Жаров был назначен на должность главы ведомства. К слову, в начале нулевых он работал ведущим программы «Здоровье и жизнь» на канале РТР. Согласно новому закону, детей необходимо было защитить от вредной информации, поэтому всю информационную продукцию требовалось маркировать по возрасту. В том же году в России появился единый реестр запрещенных сайтов, в который входили материалы, содержащие детскую порнографию, информацию о наркотиках и инструкции для самоубийц. Конечно, это все нужно блокировать, но только по решению суда. Операторы связи были обязаны блокировать эти сайты, представляющие опасность для детской и взрослой психики. Летом 2012 года Википедия, Живой журнал, ВКонтакте и Яндекс выступили с жесткой критикой этой инициативы и провели самую масштабную забастовку в истории Рунета. Например, на Википедии открывалась только главная страница с баннером «Представьте мир без свободных знаний». Сегодня в Госдуме обсуждается закон, который может привести к созданию внесудебной цензуры всего интернета. Во ВКонтакте на всех страницах появилась ссылка на главную страницу Википедии, а Живой журнал опубликовал редакционный пост за свободу информации. Яндекс перечеркнул второе слово в своем слогане «Найдется все». Однако, несмотря на все протесты, закон был одобрен и принят. В 2013-м в черный список были включены более 20 статей Википедии, включая полное руководство по самоубийству, коктейль Молотова и чараз. Это такое наркотическое вещество. С этой проблемой борются до сих пор и создавая российский аналог Википедии. Луркоморье, энциклопедию русского интернет-фольклора, пришлось закрыть
С 2013 года статьи на портале постоянно заставляли блокировать, и в какой-то момент создатель проекта Давид Хамак заморозил лурк и уехал из страны. Затем начались гонения на интернет-пиратов. Первым онлайн-кинотеатром, попавшим под раздачу, стал Степашка. Его заблокировали навсегда. Позднее список запрещенных пополнили еще 12 онлайн-кинотеатров и Роттрекер. Однако особых результатов эти блокировки не принесли. Пираты практически сразу создавали зеркала своих сайтов, и РКН просто не успевал их блокировать. В 2016 году приняли так называемый пакет Яровой. Это случилось так. Вначале в интернете появилась новость о том, что РКН может читать переписки пользователей в социальных сетях. Хотя эту информацию опровергли, публикации в СМИ стали предвестником принятия антитеррористического пакета Яровой, который был принят в 2016 году. Теперь все операторы связи и организаторы распространения информации, среди них Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru, Рамблер и Telegram, были обязаны хранить данные пользователей и по запросу предоставлять их спецслужбам. Речь шла об интернет-трафике, любых сообщениях и метаданных, срок хранения до полугода. Если информация зашифрована, то ключи от нее должны были передаваться ФСБ. Однако пакет Яровой заработал совсем не так, как предполагалось. Хранить данные операторов обязали за свой счет. А те, в свою очередь, заявили, что у них нет на это денег. А ключи шифрования не всегда подавались спецслужбам. В 2017 году РКН заинтересовались спецслужбы. Примерно полгода сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры чиновников и изучали движение средств по их счетам. 3 высокопоставленным чиновникам, включая гендиректора подведомственного ФГУП, Главный радиочастотный центр Анастасию Звягинцеву и пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, предъявили обвинения в махинациях с зарплатами на 56 миллионов рублей. Звягинцева объяснила, что трудоустроила мертвые души, чтобы РКН мог повысить зарплаты ценным сотрудникам. Поэтому многие из них получали двойные зарплаты. В ночь на пятницу, 27 апреля 2018 года, в реестр запрещенной информации попали IP-адреса целого ряда крупных компаний: Яндекса, ВКонтакте, Одноклассников, Facebook, Twitter, Yahoo и Live Internet. Через 2 часа в половине 3 ночи адреса из списка исчезли. Тогда Яндекс заявил: попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему Рунету. Противостоянием года стал бой РКН против Telegram. Таганский суд Москвы по иску ведомства постановил заблокировать мессенджер из-за того, что он отказался хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их по запросу ФСБ России. Основатель компании Павел Дуров заявил, что требования ФСБ нарушают конституционные права на тайну переписки и частной жизни. На 9-й день блокировок прошла акция в поддержку свободного интернета. В 7 вечера его сторонники выпустили бумажные самолетики из окон своих домов, а потом вышли на субботник, чтобы их убрать. В том же году жертвой блокировок Telegram стал чуть ли не весь Рунет, но до конца заблокировать мессенджер у РКН так и не получилось. В сентябре 2019 года тогдашний глава РКН Александр Жаров пообещал испытать новую систему блокировки мессенджера. Спустя месяц спецпредставитель президента Дмитрий Песков заявил, что Telegram в России не запрещен, а его блокировка дала импульс развитию технологии обхода фильтров. В 2023 году ситуация не изменилась. Из нескольких сотен статей, которые требовал удалить РКН, Википедия удалила только одну. В 2024 году ситуация повторится. Представитель РКН заявил, что из общего количества требований об удалении материалов с ресурса целых 129 связаны с фейками о ходе специальной военной операции. Включение до монтажного меня, уже ролик в монтажной, так сказать, комнате, и вот сегодня заблокирован был Discord на территории России. Я проверил, у меня не работает, так что Роскомнадзор все-таки умеет что-то блокировать, у него что-то получается, и все хуже и хуже становится со свободой слова, с устройствами связи. Сколько людей сидело в Дискорде, сколько компаний было зарезано на Дискорд.
все потеряно для них. Там чуваки, которые проводили кружки марксистские в Дискорде, тоже пострадали. Ну, соответственно, вот we live in Russia, как говорится. июля Хинштейн заявил: до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей уже до 70%. Эта мера коснется только десктопных версий. Мобильную связь она пока не затронет, а искусственная деградация сервиса стала вынужденным шагом, цель которого – усложнить жизнь непростым россиянам, а администрация YouTube, которая по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать российское законодательство. Так и вышло. В начале августа почти у всех наших знакомых, в том числе и у нас самих, YouTube перестал работать от слова совсем. 15 сентября Роскомнадзор в ответ на обращение директора провайдера связи из Ставропольского края в письменной форме сообщил, что организация действительно применяет различные политики по отношению к видеохостингу YouTube. Дифференциация деградации упомянутого сервиса у различных операторов связи обусловлена различными политиками, применяемыми к сервису на сетях подвижной и фиксированной связи. Данное признание дает возможность подать на РКН в суд, в том числе и коллективный иск как минимум по 2 статьям. 15.1 КоАП РФ. YouTube отсутствует в реестре запрещенных сайтов, и, следовательно, блокировать его незаконно. И 13.80 КоАП РФ. КоАП РФ. Статья 13.18. Воспрепятствование уверенному приему радио и телепрограмм и работе сайтов в сети интернет. Теперь несколько слов про то, что такое YouTube и кому в первую очередь ударит его блокировка. Итак, YouTube уже давно потерял статус простой видеоплатформы и превратился в интернациональную библиотеку с бесценной информацией, фонд визуального контента, огромнейшую библиотеку драгоценных знаний. YouTube — это бесчисленные числы разнообразного контента, который пользователи площадку наполняли на протяжении 19 лет, начиная с 2005 года. Это и фильмы классические, отреставрированные и восстановленные, коих нет нигде кроме Ютуба. Это и музыка, это записанные голоса великих людей разных эпох, и видео, которые связывают нас с прошлым, то, чего в других местах просто нет и не будет, просто потому что люди тратили тысячи часов своего времени для создания своего творчества. Это, разумеется, и обучающие видео, которые могут помочь в получении буквально любой профессии, начиная с электриков, и то, что мне помогло очень, это обучение сварочному делу или повара. Причем обучение это подробное, тщательно, иногда более ясное, чем некоторые образовательные программы. Это гайды, которые могут позволить починить и исправить буквально все, настроить, наладить и дать полезные советы. Это лекции по разным наукам, истории, юриспруденции, экономике, психологии, марксизму и далее по списку. Нет ничего, чего бы на ютубе не было. А обычные люди, которые не являются ни олигархами, ни властителями дум, ни представителями политических партий, создавали эти ролики. Площадка дала возможность творить простым людям. Напоминаю, что на ютубе получить известность, аудиторию, признание может абсолютно любой человек. И это максимальный идеал для реализации свободы, художественного самовыражения и творчества. Причем в том ключе, который буквально 25 лет назад был просто невозможен. И вот от этого всего нас требуют отказаться. Обещают запретить доступ ко всему этому, потому что якобы есть полноценная замена, альтернатива, которой на самом деле нет. Представьте себе самую большую в мире библиотеку, а потом потребуйте ее сжечь. Ну, потому что там валяется несколько вредных памфлетов, а руководство библиотеки выставило за дверь парочку ваших книг. Российская власть действительно хочет из-за блокировки немногим больше сотни пропагандистов лишить граждан доступа к этой самой великой библиотеке. Огромные телеграм-группы с насмешкой говорят: но есть же VPN, блокировка это фикция, пользователи ничего не потеряют, зрители не тратят доступ. Говорят о зрителях, но почему-то никто не говорит про авторов контента. Лишают авторов русскоязычного контента развивать русскоязычную культуру и знакомить с ней несколько миллиардов пользователей ютуба. Это подобно тому, как выстрелили себе в голову. Некоторые, вероятно, сейчас празднуют, но те, кто продолжает работать, должны представить, какая нагрузка ляжет на них, когда все ринутся смотреть видеоролики. Сколько таких сервисов останется через год, если законодательство будет ужесточаться. Кто же пострадает больше всего в случае блокировки YouTube? Google? Нет.
все мы, часть населения России, которая активно пользуется этим сервисом, а это немногим более 90 миллионов активных пользователей в месяц. Нам говорят о деградации оборудования, серых схемах и сокращении серверов, обвиняя во всем Google. Однако не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы заметить, что YouTube тормозит искусственно, используя технологию DPI. Нам говорят, что будет затронута только десктопная версия, но мобильные операторы активно сообщают в службы поддержки о массовых сбоях и потере доступа. Нам говорят, что для российских пользователей сервис останется доступным, и те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, смогут продолжать это делать, хотя на его загрузку потребуется чуть больше времени. Однако пользователи массово жалуются на то, что ролики вообще не загружаются. YouTube перестал работать, а авторы и блогеры не могут залить свой контент. Но самое главное, нам говорят, что рекламодатели наиболее чувствительно отреагируют на снижение качества трафика, что станет для Google серьезной проблемой. Но если кто-то забыл, почти 3 года назад в российском сегменте была отключена монетизация. В роликах не демонстрируется партнерская реклама, и ее нельзя заказать за границу, что, конечно, удобно для просмотра видео. В итоге уже более 2 лет YouTube не получает ни цента дохода от российского сегмента. Там нет российских рекламодателей, за исключением тех, кто заключает договор с самими авторами на публикацию встроенной рекламы. То есть автора просит, и он сам говорит в ролике. От подобной рекламы YouTube также не получает ни цента дохода. Так о каких серьезных проблемах для Google от рекламодателей идет речь, если уже 3 года нет ни рекламы, ни рекламодателей, ни дохода. Все, что сейчас делает YouTube, это безвозмездно предоставляет площадку российским авторам для публикации контента, серверное пространство, поддержку и возможность российским зрителям все это смотреть, не получая от этого ничего. В результате пострадают только российские зрители, которые будут лишены доступа к информации 95%, которая является нейтральной. Также это негативно скажется на российских авторов, которые потеряют площадку для публикации своего контента и свою аудиторию. Таким образом, ущерб для Google будет минимальным, в том числе, как российские зрители окажутся в проигрыше. Такова свобода слова при капитализме. Правящий класс всячески пытается контролировать информацию, буржуазия не потерпела бы полную свободу обсуждения и критики, ведь тогда на поверхность чаще всплывали бы неудобные для капиталистов вопросы, которые правящий класс решить не в состоянии. Информация — это сильное оружие, которое простой человек может получить только благодаря свободе распространения информации. И правящий класс ни за что не позволит эту свободу, ведь тогда это нарушит его же собственную монополию на информацию. Наша задача, как коммунистов, бороться за свободу распространения правды, ведь сознательный пролетарий – главный враг капитализма. В конце лишь скажем, подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, Телеграме, ВК и всех тех блогеров, что вы любите смотреть. Спасибо всем, кто в столь сложное время остается с нами. Спасибо, что не теряете бодрости духа. Перемены начинаются с каждого. Коммунизм победит.